В нашей семье есть хобби. Одну из них я могу даже показать. У каждого нормального мужика была своя баня. Она как магнитом притягивает моих знакомых и друзей. Это хобби или бизнес? Я отправлю фотоотчет, где все будет видно. Друзья, уже конец года, и мы подводим итоги того, что у нас в этом году получилось. И в том числе, вот проект, который позади меня находится, мы его чуть меньше года назад начали, вот сейчас мы его закончили. Я хочу вам представить и этот проект, и Владимира, хозяина этой бани, который доверил нам очень важную функцию. И вы не поверите, какую. Мы сейчас до нее дойдем. И это не только функция бани, это что-то большее. Смотрите, пожалуйста, нас внимательно. Я думаю, что вас ждет прям, можно сказать, что взрыв мозга, когда вы узнаете, для чего в том числе эта баня создавалась. Напомните мне всю хронологию, как вы о нас узнали, как с нами связались, что было дальше. Расскажите. Ну, если не изменяет память, то в конце сентября встал вопрос о том, что мы точно переезжаем жить за город. Я понимаю, что без бани у меня это не случится. Мой коллега, человек из Сибири, который всю жизнь прожил за городом, теперь переехал в Москву, дал мне дельный совет обратиться в компанию Арткела. Безусловно, мне просто повезло. Мне не пришлось очень долго морочиться по поводу того, из какого материала стоит ее сделать. Я не ошибся. И огромное спасибо тому человеку, который мне подсказал, ну и, естественно, Арткела. Спасибо, Владимир, за такую сразу оценку теплую. Хочу обратить внимание, друзья, что у этой бани каменный пояс. Я часто, на самом деле, задаю вопрос, а не хотите ли вы по каким-то причинам, например, уклон участка или архитектурные какие-то основания, сделать каменный пояс? И в большинстве случаев заказчики говорят, нет, баня должна быть бревенчатой. Не хочу никакого камня, не хочу никакого кирпича. Владимир по-другому к этому подошел. Здесь есть, конечно, функциональная сторона, и они, наверное, чуть позже, но я это где-то увидел. Мне это очень понравилось. На мой взгляд, это выглядит нарядно. Баня играет совсем какими-то другими красками. Сочетание кирпича и кела выглядит очень выигрышно. И это не только мое мнение. Это понравилось моей семье, это понравилось моим друзьям. На мой взгляд, это действительно достойно внимания. Абсолютно согласен. Вот мои ощущения. Во-первых, за счет того, что у нас получился каменный пояс достаточно приличным по высоте, около метра, но за счет того, что бревенчатая часть стала короче, то ощущение расширилось, как бы баня стала более тянутой, хотя она по сути там небольшая, но ощущение, когда к ней подходишь, что она такая протяженная, в ней появилась, я не знаю, как это описать прям максимально точно, но появилась такая легкость, потому что сруб, он немножко еще оторван от земли. Если бы он стоял на земле, то это было более массивно, такая было бы больше похоже на такую коробочку, которая стоит у вас на участке, а сейчас получилось очень органично. Ну и не надо забывать о том, что дом находится и баня находится у нас в лесу. В лесу температура как минимум на 3 градуса ниже, чем в городе, и снега здесь больше, и я успел это посмотреть. Я думаю, что это функциональная вторая часть, которая... Это, кстати, прям вот для тех, особенно зрителей, кто живет не на юге нашей страны, а все, что, по сути, ближе к Москве, Московской области, Ленинградской области, а если еще мы берем дальше, севернее, сугробы, они бывают, я даже помню в Подмосковье 80-90 сантиметров сугробы, вот мы представим себе, что даже при условии, что у нас широкий карниз, но все-таки сугроб, он сюда отсыпает и присыпает к бревенчатой стене, это огромный минус. То есть вообще надо понимать, что вода для материалов, в большинстве случаев, вода это смерть. Вода, которая промерзает, вода, которая разлагает дерево, кирпич, бетон, неважно, это то, что разрушает на самом деле материалы, поэтому вот такой сруб на таком расстоянии от земли, он, конечно, прослужит очень долго. Зима не за горами, я отправлю фотоотчет, где все будет видно. Кстати говоря, если вам захочется такую баню для себя построить или близкую по компоновке, то пишите нам в комментарии. YouTube @artkela.ru, мы вам отправим проект этой бани. Если вам захочется посчитать, сколько он стоит конкретно в вашем регионе будет построить, мы можем построить как в России, так и за пределами такую баню, даже в условиях коронавируса. Пишите нам, будем рады поделиться. Вот еще, насколько важен уровень террасы. Посмотрите, здесь буквально одна ступенька, один шаг, и ты оказался на террасе. Очень удобно. И что это дает? Связывает наше здание, весь этот объем с участком очень гармонично. Потому что если здесь было такой, высокий, условно, мавзолей, ступенек или чего-то такого, то была бы четкая граница между участком и зданием, в которое мы входим. А здесь вот как бы ты хоп, и ты из участка уже оказался в какой-то более обустроенной среде. Дальше один шаг, и ты уже оказался в интерьере. Мне кажется, это очень ценно. Соглашусь с вами,
что веранда и отсутствие каких-то больших количеств ступеней – это здорово. Мы это проверили на семейных торжествах, когда куча детей возрастом от года и старше, никто не упал, не ушибся и не разбил себе нос. И, безусловно, есть какое-то единение с природой, единение с лесом. И вот отсутствие ступенек там в 5 и выше, да, он как раз сделает нас к природе немножечко ближе. Учитывая то, что технологично компания Artkellar все продумала здорово, у меня сейчас глубокая осень, теплые полы, никаким образом я не чувствую дискомфорта, а то, что ближе к земле, это всегда душу греет. Да. Я тоже сейчас становлюсь все большим сторонником делать проекты максимально интегрированными с уровнем земли. То есть, чтобы не было вот этого отрыва дома или бани от участка. Вот чем он больше интегрирован в ландшафт, тем лучше. Ну, тем более, особенно это важно в таких вот участках. Он не такой супер огромный участок. Сколько, кстати, здесь соток? 14 соток. 14 соток. Вот у меня тоже 14 соток. И я вот понимаю, что тут важно, чтобы если что-то ты построил, чтобы это не стало нагромождением и не украло у тебя пространство. А вот за счет такой террасы, которая гармонично так вписалась, хотя это пятно застройки, но эта застройка, она продолжает участок, как будто бы это и не застройка вовсе. Это не как будто, это абсолютно точно. Потому что каждое утро, даже сейчас осенью, когда утром заморозки, я беру кофе, с супругой идем на веранду и отдыхаем, получаем наслаждение, даже когда темно. Здорово. Это, наверное, вот то, к чему мы стремимся, когда мы соединяем наших заказчиков с природой. Наш заказчик супер классно, мне кажется, выбрал отделку отмостки. Она тоже сделана из такого же клинкерного кирпича, такого же цвета, и получилось очень гармонично, естественно, в том смысле, что ты вот ходишь сначала по этой отмостке, потом поднимается стеночка ручной формовки, кирпич фактуристый, потом бортик из необрезной доски. Мне кажется, тоже хорошо получилось. И дальше бревенчатая стена. Если поднять голову еще выше, то традиционная наша уже классика — крыша из лиственницы. Очень ладный, очень сбалансированный получился облик. Ну что, я думаю, что мы уже так это подзамерзаем потихонечку. Баня, она прям манит меня зайти посмотреть, что у нас получилось в парной, что получилось вообще в целом. Поэтому я предлагаю... Милости просим. Уж не знаю, кто тут виноват, то ли глобальное потепление, то ли повышение качества наших дверей, окон и всех других элементов, но я вот сейчас не вижу необходимости делать тепловые тамбуры. Итак, если у вас нет много пространства, отказывайтесь от теплового тамбура и делайте хорошие двери. Вот мне кажется, дверь и внешне выглядит, и кажется, функционально она работает неплохо. Отличные двери. Я думаю, что если у вас хорошая дверь, теплый пол и батарея в коридоре, то вам можно свободно отказываться от теплового тамбура, поэтому это в целом моя, наверное, рекомендация для относительно небольших бань. Какие задачи решает эта баня, помимо, собственно, банной задачи? Давайте я вам, наверное, подскажу, что вот эти 3 помещения для... Давайте я вам помогу. Давайте. В нашей семье есть хобби. Это кошки. Это хобби или бизнес? Это хобби. На кошках нельзя сделать бизнес. Их можно любить, за ними можно ухаживать, с ними можно ходить на выставки, с ними можно путешествовать по миру. Так вот, мы являемся владельцами питомника британских кошек. И учитывая то, что девочки и мальчики должны жить отдельно, для того, чтобы не было внеплановых вязок и так далее. Как в хорошем британском пансионе, да? Да, абсолютно верно. И хочу сказать, вот сам переезд за город был тоже продиктован этим хобби. Где-то процентов на 60 мы переехали в свой дом, в свою баню, благодаря кошкам, так скажем. И вот эти 3 чудесных комнаты — это комната для наших будущих производителей. Вот одну из них я могу даже показать. Кстати, мне очень нравится концепция того, что двери не глухие. Если бы это были глухие двери, то это прям был коридор-коридор. За счет того, что тут двери матовые, то получается такое прикольное ощущение, прям супер здорово. Но это, наверное, нужно было в том числе для кошек, чтобы им было посветлее или как? Что это? Вы знаете, здесь есть свои нюансы, они связаны с тем, что племенные коты они метят. Те парни, которые иногда за себя не отвечают. Стеклянная дверь позволяет это быстренько убрать, и никаких проблем не будет. Я думаю, что если вы зайдете туда дальше, тоже кое-что увидите. Обратите внимание, значит, что у нас здесь есть молодые подрастающие котики. Вот этот парень Халк, ему 6 месяцев. Очень достойный юниор. Думаю, что будет отличным производителем. Я смотрю, что здесь в основном стекло. И я уже понял, для чего. Предварительно мы планируем, что в каждом отсеке будет 1-2 кота. Здесь есть прозрачная часть, они могут видеть друг друга, понимать, что они не одиноки. Матовое стекло, наоборот, для застенчивых товарищей.
Здесь теплый пол, плитка, и здесь самое главное, значит, плитка как раз на каменной части цоколя, которая с той стороны кирпичная стена, с этой стороны плитка. И если какой-нибудь котик побалуется, это, в общем, можно, да, никаких проблем не будет. Ну что, можно, наверное, перемещаться в уже традиционную банную составляющую. Мы здесь использовали, как я понял, проект наш давний-давний, «Русская Австралия». Он был взят и полностью переработан, учитывая ваши нужды. Наверное, основное, вот я вижу отличие от «Русской Австралии», это большой оконно-дверной блок. Привычная история для нас, что широкий проем от пола до потолка практически, да. Но здесь не гармошка. Мы часто используем гармошку, которую можно полностью сместить в сторону. Но есть и оборотная сторона, достаточно сложно это сделать. И если ты открываешь полностью, то и холод, и тепло, и мухи, комары, все целиком. Тут можно открывать, закрывать только половину этого проема. И я думаю, что это более практичное, более функциональное решение. Расскажите про вашу задумку. Значит, когда мы строили баню, понимали, что это место будет магнитом для всех наших близких, друзей, знакомых. И, кстати, мы не ошиблись. Обратите внимание, гостиная, она достаточно, но не огромная. Но когда мы возьмем и откроем вот так вот эти прекрасные двери, гостиная и веранда становятся единым пространством. Бывают мероприятия, когда по 30 человек приезжают гостей, и вот это вот все пространство, оно объединено. Очень здорово. Может быть, это нельзя использовать там зимой, но для лета, весны, осени просто здорово. Ну да, действительно, у тебя, по сути, не дверной проем, у тебя просто проем очень широкий. По большому счету, это можно сделать за несколько секунд. Закрыть. Тут вот у нас такой очень простой фиксатор, и все это занимает буквально пару секунд. Да, удобно. Быстрее, чем гармошка. Конечно, не полностью проем открыт, и в некоторых случаях может быть круче, когда проем полностью открыт, но практичнее, быстрее, может быть, все-таки по итогу и удобней. Что думаете вы? Напишите, какие системы открывания нравятся вам. Есть еще другие, там слайдеры. Может, еще какие-то штуки есть, которые мы не знаем. Пишите рекомендации. В продолжение хочу рассказать, что даже вот если посмотреть на эту гостиную, то становится понятно, что вот эта стена смотрит на забор. Можно сказать, что эта стена примыкает к забору, там особо нет вида. Здесь у нас зона бани, зона моечной, и поэтому фактически мы полностью открыли вот эти две стены. Можно было, конечно, еще и тут сделать до пола, до окна, дверь, но это, наверное, уже было бы перебор. Так, расскажите про ваши задачи по кухне. Нужна ли на самом деле кухня в бане? Вы знаете, у нас не было ни малейшего сомнения, что кухня в бане нужна. Это место при наличии кухни позволяет уединиться и, не отвлекая никого, заниматься приятным общением. Иногда налить себе вина, иногда из холодильника достать холодное пиво, иногда приготовить кофе. То есть фактически баня — это не просто баня. Баня — это второй дом. Можно разъединить компании, чтобы не шуметь, друг другу не мешать. Две автономные, получается, абсолютно единицы, где есть туалет и кухня. При желании здесь можно жить. Но здесь, правда, нету спальни. Кстати говоря, место спальни заняли кошки. А хотели бы вы тут еще иметь спальню? Или это уже для вашего случая избыточно? Если бы не было кошек, возможно, бы хотели. Но учитывая, что на весы становятся, значит... Люди или кошки? Люди или кошки, выбираем наших братьев меньше. Да. Но я хочу сказать, что гости очень часто, кстати, говорят, а можно мы останемся на ночь в бане? На этот случай у нас есть прекрасный диван, он выглядит очень стильно, но он разбирается. И поэтому там семейная пара может прекрасно провести ночь. Здесь есть функция гостевого дома. И хочу сказать, для тех людей, у которых нет кошек, наверное, стоит делать спальню, потому что люди здесь высыпаются великолепно. Позитивная, конечно, обратная связь, но я, кстати, сейчас вот Владимиру не говорил, но у меня есть один вопрос, который я задал нашему техническому специалисту, и мне кажется, что можно было бы сделать лучше. Вот посмотрите на эту металлическую пластину. Это нащельник, он закрывает щель, она вот функционально очень важна, потому что сруб осаживается, чтобы сруб при усадке не зажал печь. Но внешне, я считаю, что если здесь была необрезная доска, 5, 7 или даже 10 сантиметров толщиной, которая бы формировала такую как бы крышечку над каминным порталом, было бы очень классно. Она бы повторяла вот этот выступ, только на свой деревянный лад. Вам не кажется, что здесь вот деревянной досочки не хватает? Дмитрий, я вам так скажу. Мы сейчас настолько наслаждаемся этой баней и без деревянной досочки, что, возможно, когда-нибудь к нам в голову придет мысль что-то здесь поправить или же добавить. Я думаю, что Арткела к тому времени будет тоже прогрессировать, и мы обязательно обратимся и про дощечки, и, может быть, что-то еще всплывет, что, возможно, там в этом состоянии эйфории мы не заметили изначально.
Друзья, хочу, конечно, прокомментировать колотый кедр, который здесь оказался у нас до отметки 70 сантиметров от уровня пола. Этот каменный пояс снаружи отделан кирпичом, изнутри кедром. За счет этого получилось пространство в гостиной абсолютно таким деревянным. То есть каменный пояс нас не сдерживает иметь полностью деревянную отделку в интерьере. Кстати, есть еще другие варианты панелей деревянных, которые, на наш взгляд, тоже могут очень зайти в некоторые наши интерьеры. Пишите в комментариях, что-то вам понравилось. Мы хотим попробовать, мы хотим разнообразить текстуры бревенчатых стен, наполнить еще дополнительными деревянными, но иными структурами. Технически можно практически все. Подождите, я хотел все-таки остановиться на кухне, про которую вы начали, и быстро сменили тему. Эта кухня, на мой взгляд, она очень органично вписывается в нашу концепцию. Все-таки как-то вы скромно умолчали, но эта история тоже из Кела. Да, да, она полностью сделана из Кела. И для меня это как само собой разумеется, мы же Кела все делаем. Хотя, ну, конечно, в деталях, если посмотреть, это произведение очень аккуратное, такого столярного искусства. Супруга счастлива. А эти ручки в виде камушек, такие в Икее не закажешь. Такие только, наверное, у нас можно заказать. Каждая ручка — это просто натуральный камень. А где телевизор? Этот вопрос, который мы задали там, на этапе строительства себе, да, но когда у нас были возведены стены, супруга четко определила: здесь не будет телевизора, здесь место для общения. И мы вот этому следуем. Мы купили настольные игры, мы купили лото, у нас люди здесь общаются, и ничего нас от общения не отвлекает. Поэтому телевизор здесь не нужен. Круто. Идем дальше, идем в моечную. Что скажете про деревянный пол в моечной? Вот это решение, на мой взгляд, оно очень-очень гармонично, функционально. Мне тоже так кажется. То есть вот сочетание того, что с одной стороны ты ступаешь по теплой доске, при этом настоящей. Она термообработанная, она не боится воды, она долго прослужит, и при этом под ней есть слив воды. То есть можно открыть, я не знаю, может быть, мы даже это сделаем сейчас. Аккуратный, конечно, эксперимент. Сколько здесь воды? По-моему, 35 литров. 35 литров, то есть это 3,5 ведра воды. Вот мы сейчас выльем на пол. И я предполагаю, что вряд ли мы намочим ноги. Давайте посмотрим. Мы не намочим ноги. Не намочим ноги. Ну, давайте проверим. Только брызги. То есть сама по себе вода, да, она осталась в зоне под ведром. Вот представляете, да? То есть какая штука полезная, вот такое решение. И ты можешь ходить по этому полу, он не скользкий. Потому что, конечно, это прям беда, когда ты выскакиваешь из парной, такой, вау, все классно, неловкое движение, получил травму, хорошо, если без реальных повреждений. Потому что, учитывая, что пол керамический, он скользкий, он твердый, это реально опасно. Теперь вопрос. Вы любите баню как прям вот банщик-банщик, или баня для вас это больше какой-то такой, ну, дополнительный ритуал, но не самый важный? Вот, как ваш банный путь, расскажите. Достаточно сказать, что я жил в Якутии. Ага. Вот. Это особое место, где люди... Там, по-моему, минус 50 часто относительно. 54 я не ходил в школу. До 54 школа нас ждала. Ого. Так вот, у каждого нормального мужика была своя баня. Ага. И у нас тоже была своя баня. И после того, как мы вернулись на материк, это так называется, когда с севера люди уезжают, да, у нас этой бани не стало. Потом долгие годы мы жили в городе, и мы регулярно с друзьями, с родственниками посещали там общественные бани. Здесь функциональное предназначение бани, оно, в общем, определяющее. Это даже важнее, чем кошки, это точно. 1-2 раза в неделю баня всегда топится, и она как магнитом притягивает моих знакомых и друзей. В общем, здорово. Не могу не сказать еще и о наличниках. Они вроде бы простые, но там, конечно, есть секрет, потому что сруб за стенкой осаживается, а стенка эта не усаживается. Поэтому вот эти наличники, хотя кажется, что они закреплены к окну, но на самом деле окно-то усаживается вместе со стенами, поэтому закрепление у этих наличников не к окну, а закрепление у них к стене. В ином случае трещины пойдут по плитке или начнется перекос наличников. Это не про нас. Так мы делать не хотим. Кирпич ручной формовки — это прекрасный материал не только для перегородки, но и для других вещей. Скажем, отделка дымохода и здесь, и снаружи сделана из этого кирпича. Ну и сама печь, она тоже отделана кирпичом ручной формовки. Друзья мои, с одной стороны, наша артельская классика. Парная, рассчитанная на то, чтобы можно было 3-4 человекам посидеть вот здесь на этих ступенечках.
и одного человека хорошенько попарить. Одновременно, последовательно, как угодно. При этом есть печка с хорошей закрытой топкой, которая дает хороший мелкодисперсный пар. Разогревается она, сейчас уточним, сколько по факту у вас получается, по расчетам от 2,5 до 4,5 часов. Большое окно для проветривания, залпового, то есть когда ты открываешь окно, и мгновенно у тебя появляется свежий воздух и снижается температура. Ну и всякие фишечки наши любимые. Кедровая доска на потолке, соляные светильники, мелочи и нюансы проработки парной, все как мы любим. Это мой взгляд. Расскажите про ваши планы по поводу парной, как вы ее используете, какие у вас сейчас реально есть ощущения, стоило оно того или нет? Ну, я соглашусь с вами, что печь идеальна. Для меня она подходит по высшему разряду. Не хотелось бы ничего другого. Поверьте мне, есть с чем сравнивать. Великолепное решение. Спасибо вашим ребятам, которые порекомендовали. Мы парную топим 3,5-4 часа. Быстрее не получается. И тем не менее, там до утра здесь по большому счету можно париться. Да. Температура комфортная, пар великолепный. По-моему, мне Андрей Беляев порекомендовал для парения вот именно такую полку, чтобы можно было удобно парить. И это работает, хочу сказать. Да, мы вот про то, что большинство людей в России несчастные любители бани, они вынуждены париться на ступеньках с вот таким вот положением, когда ты поясницу нагружаешь или наклоняешься, сутулишься. Здесь вообще очень комфортно, очень комфортно. То есть я, конечно, вот прям призываю не обойти вниманием, осознать, как сделать так, чтобы парить было удобно. Освещение здесь не бьет в глаза. В этой парной я прям чувствую, что здесь много света, много воздуха. В ней прям вообще хорошо. Так думают все, кто здесь парился. Кайф. В общем, если вам интересно, друзья, пишите в комментариях. Мы прям можем вам дать конкретные размеры парной, как рекомендацию. Мы прям готовы делиться с вами опытом эксплуатации и строительства парных. Мы прям в этом, можно сказать, нескромно собак съели. Не буду говорить ничего про кошек. Это кошачий дом. Я не знаю, друзья, если вот Владимир будет не против, мы можем попариться. Я очень рад, что вы, дорогие гости, будете здесь сегодня париться. Спасибо. Друзья, мы снова решили расширить границы. Аня снова готова сделать то, что она никогда прежде не делала. Не нормально. Я сразу извиняюсь за возможные косяки. Сделаю как смогу. Ну, мы будем, лично я, по крайней мере, планирую Ане помогать в этой сложной ситуации. Наш заказчик Владимир доверил своего брата в качестве подопытного мужчины для Ани. И, в общем, Аня попробует свои силы в этом деле в первый раз. Друзья, сразу расскажу, это прям тоже вот лайфхак, с которым мы познакомились сами недавно. Не надо веники долго замачивать, здесь они буквально 15 минут побывали. Они по большому счету мокрые, но не влажные, то есть можно сказать, что они сухие, но просто обмочились водой. Сейчас покажем, что будем дальше делать. Я здесь, Аня, все-таки буду давать совет, потому что, первый опыт, он действительно реально первый для Ани. Поехали. И тут должно полотенце. Так, Анют, я сейчас буду потихонечку поддавать, а ты вот навстречу пару, который будет оттуда выходить, подкладывай веник. Сначала дубовый, потом березовый. И мы будем вдыхать запах, аромат. Я предполагаю, что будет хорошо. Очень нелегкая эта работа банщика. Только работа, а удовольствия ты не получаешь какого-то самого хотя бы такого общего плана? Я пока еще не поняла. Сейчас нужно поддать, наверное. Да, посмотри тогда. Вот так, да, вот так. Ага.
У тебя печки нет. Холодная! Кто сказал, что она не холодная? Давай еще. Еще? И объявляем новый конкурс. Как вы считаете, кто должен человека сопровождать на природе, жить в доме с человеком? Кошка или собака? Наш заказчик выбрал кошек. Расскажите про ваш опыт. Может быть, это и не кошка, и не собака. Кто согревает вас? Кто вас радует? Нам это интересно. Мы будем адаптировать наши проекты под ваших любимых питомцев. Для того, чтобы победитель получил свой приз, нужно сделать всего еще 2 вещи. Написав вашу идею по поводу питомца, обязательно подпишитесь на наш канал и обязательно поставьте лайк или дизлайк этому видео. Нам ценно ваше мнение. Пишите, пожалуйста. Ждем с нетерпением ваших ответов. Друзья, объявляем победителя нашего конкурса. Чтобы получить приз, победитель, обязательно напишите нам на адрес YouTube @artkela.ru, а мы отправим вам приз, где бы вы ни находились.